Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я буду говорить про то, что социальные сети разрушают семьи, и это не шутка. Вот такая вот самая известная сеть, самая красочная, вы все ее знаете, она запрещена в России, Инста, и дальше я продолжать не буду. Там всякие мужчины ездят на дорогих машинах, а женщины все красивые, с идеальной фигурой. Каждая вторая отдыхает на Бали, завтрак в постели. А вечером дорогой шикарный ресторан. Обязательно там с утра будет на столике там круассан, рядом такая будет лакшери сумочка. Потом там вот такие пары, когда держатся вместе, да, руки вот так фотографируют, обязательно, чтобы марка машины там видна. Ну, то есть вот такая вот прям ярмарка тщеславия. И многие же девушки смотрят на вот эту вот, как правило, нереальную жизнь и хотят себе такую же. И потом винят своих мужчин в том, что они не могут обеспечить такую жизнь. И, кстати, действительно не шутка в том, что происходит из-за этого большое количество разводов. С появлением соцсетей у людей появилось понимание, что там можно показать, как ты хорошо живешь. Соцсети могут увлекать человека гораздо больше, чем реальный человек, который находится рядом. Социологи выявили, что супружеские пары, которые подают на развод, винят социальные сети. И на будущее прогноз такой не очень хороший. Главная причина развода может быть именно интернет. В социальных сетях происходит сравнение реальной жизни с той, которая показывается там. Основная причина развода сейчас – это финансовый вопрос. С чем обычно сталкиваются люди? Невозможность прокормить семью и отсутствие работы. Но на самом деле истинная причина может быть в завышенных требованиях. Раньше какой-то финансовый недостаток мог сплотить семью. Одно жилье, где все вместе живут с семьей, да, и так далее. Часто женщина, смотря эти соцсети, предъявляет своему мужчине, что у них в семье всего мало. Женщина, смотря вот на эти картинки, думает, а чем я хуже? Это мой мужчина мало зарабатывает. Поэтому что делает женщина? Либо она говорит мужчине, чтобы давай-ка ты побольше работаешь, чтобы предоставить мне то, что я хочу. Либо она уже просто расстается и ищет себе другого. Вот реальный случай. Мужчина жил с женщиной в браке, и эта женщина постоянно зависала в этой сети. И периодически пилила мозг мужчине на тему того, что он ничего не может ей купить из того, что там показывают. Ну, вещи дорогие, там, машину. Сейчас еще модно фотографироваться с личным самолетом, хотя это вообще не самолет хозяйки. И она еще ему угрожала периодически, говоря, что она уйдет от него, предупреждала постоянно и найдет себе очень богатого мужчину. Там еще, надо сказать, мама тоже поспособствовала, пела сладко в ушки этой женщине, что она достойна только самого богатого принца. В итоге этот мужчина наконец-таки развелся с ней. У него как все пошло, и бизнес, и купил он квартиру, и много всего сделал, то, что не мог делать с этой женщиной. А эта женщина как скиталась там по съемным квартирам, все в ожидании, и встречалась с женатыми мужчинами. Так что мужчина молодец, оказался в выигрыше, а женщина, в общем-то, получила то, чего достойна. Ведь это действительно сейчас является большой проблемой, какие-то несоизмеримые желания женщин с тем, что вообще относится к реальной жизни. Завышен вот этот стандарт того, как должно быть. Мужчинам я советую оставлять таких женщин в покое вот с их вот этими завышенными ожиданиями. Есть истории, когда женщина просто влюбляется в мужчину без всякого этого набора этих соцсетей, потому что вот настоящее искреннее внимание, оно его не купишь за деньги. В конце концов, если женщина сама не может о себе позаботиться и только лишь мечтает висеть на шее, то это говорит об инфантильном характере женщины.
Мне часто пишут о том, что женщину как будто подменили. Какие-то курсы очень поспособствовали тому, как в секту женщина попала, и ее зомбировали на то, что она богиня. Мужчина должен просто довольствоваться тем, что рядом с ним такая богиня. Но надо понимать, что красивая жизнь, вот эта вот, которая показывается в сетях, она доступна только 5%. Причем эти люди, которые 5%, они этой красочной жизнью живут за счет остальных. За iPhone вообще некоторые души могут продать. Я вот работала с богатыми людьми, им вообще не сложно с кнопочным телефоном походить. Или вот, например, знаю категорию женщин тоже богатых, они не устраивают себе вот такие вот там, не открывают канал, чтобы показывать, как они классно живут всем. Хотя вот как раз у этих женщин есть возможность на дорогую фотосессию, поэтому это все мираж такой, это все такая иллюзия, сказка, и к этому нужно относиться просто как к картинке. Вы не замечали, какие там все идеальные, а вы в жизни таких всех идеальных людей встречаете? Это же женщины все это выкладывают, чтобы как-то себя уговорить в том, что у них красивая жизнь в первую очередь. Ну и потом, конечно же, похвастаться. Ведь эта сеть, она действительно как ярмарка тщеславия, а здесь даже женщины не сколько перед мужчинами могут что-то показывать, их якобы красивую жизнь, а они хотят перед подружками похвастаться. Раньше такое было замечательное время, когда не было сетей, мужчина мог писать письма женщине, и женщина хранила эти письма, или женщина могла писать письма мужчине, и все это хранилось, это вот физически ты мог потрогать. А сейчас все онлайн, все можно быстро стереть. Как-то был совет от какой-то женщины, блогера, я не знаю, кто она рекомендовала, чтобы вообще не связывать свою жизнь с мужчиной, который работает на рабочей профессии обычной. А так, например, да, подумать, к примеру, пожарник, так он может быть обществу полезен в 10 тысяч раз, чем человек, который просто зарабатывает и сохраняет, копит капитал. Причем советы эти могут, да, слушать женщины, которые тоже там из провинции приезжают и думают, что сейчас быстро за счет мужчины построить себе красивую жизнь. Сейчас женщины не хотят вместе идти с мужчиной и вместе чего-то добиваться в жизни. Женщины хотят прийти на все готовое, чтобы сразу по щелчку у нее была красивая жизнь. Вот прямо сейчас дайте мне, пожалуйста. Я вот слышала разговор двух женщин, которые обсуждали женщину, которая вышла замуж, но за мужчину, как они сказали, такой средненький, то есть у него какой-то бизнес, но он не супер богатый, поэтому для них он средненький. Или еще сумасшествие по поводу вот этой сети. Женщина опубликовала 1 сентября пост, что сын ее пошел в школу. «Поздравляю тебя, сынок». То есть она явно с сыном находится. Зачем это писать? Как-то странно. Она обращается к сыну, которого, по сути, видит каждый день. Это странно. Или женщина, которая публикует, якобы, как она говорит, я выкладываю фотографии ребенка для бабушки. А просто фотографии нельзя отправить? Это вообще, конечно, я не знаю, такое не понимаю. То есть люди выкладывают, чтобы похвастаться, при этом еще кто-то периодически впадает в депрессию от того, что у него нет такой жизни. Но это кажется какое-то сумасшествие. Да, и вот есть такие девушки, которые они находят папика, это обязательная задача, и все, и тут пошло столько фотографий разных из ЦУМа, и всякие такие, то, что, в общем-то, она дорвалась, всякие дорогие отели обязательно должны быть подписаны, где она бывает. В общем, наконец-то дорвалась до красивой жизни. Просто я не понимаю, ты выкладываешь, и что дальше? Хорошо, кто-то тебе завидует, а дальше что?
Ты просто живешь с этой информацией, что тебе завидуют. При этом, как я сказала, да, семья может разрушиться, теплых, близких отношений с супругом может не быть, но главное, чтобы тебе завидовали. Действительно показывает такую красивую оболочку, а внутри такая всего этого пустота, такая звенящая. Человек создан для того, чтобы созидать и не быть потребителем. Огромнейшая проблема в том, что женщинам навязывают медиа и соцсети, что она может жить за счет другого человека, и у женщины это уже является ее бизнес-планом. И все, как я извиняюсь, да, но все как попугаи хотят жить одной и той же жизнью. Мальдивы, поездки, дорогие машины, я не знаю, что там еще, круассаны на подоконнике во Франции и все остальное. И каждый человек же, он по сути своей обладает какой-то индивидуальностью. Для одного может быть так хорошо, а для другого по-другому. Что ж все одинаковые-то как? Ведь отключить сейчас свет во всем мире, все это пшик. Интернет это пшик такой, которого не станет. Поэтому думать надо, не зомбированно жить, быть проще, быть естественней, убрать весь этот пафос, не интересоваться им, который там происходит. Все это ложь, все это иллюзия. А мужчинам я бы посоветовала поменьше засматриваться на полуголых женщин с курортов, потому что мужчины тоже подогревают интерес ко всему этому, и, соответственно, растет и значимость у женщин такая вот тоже, как мыльный пузырь, вот она создается, эта значимость просто из-за того, что появляются лайки и все остальное, и женщины, как сейчас говорят, вот это ЧВС очень сильно поднимается до небес. Чтобы не жить в пластмассовой жизни, будьте проще, будьте человечнее. Знаете, мне кажется, многие женщины зависли в этих сетях, потому что они не знают, как должно быть в жизни на самом деле. В советское время были газеты, которые печатали не инстадив, а космонавтов и летчиков. Сейчас герои у нас другие. Что ж, увидимся уже на следующей неделе. Спасибо вам большое за внимание. Пока.